человеческие кости, древние греческие руины и советская военная база, а также разбомбленная территория после Второй мировой войны. Мыс Фиолет – одно из самых сказочных мест Крыма. Он находится в 10 километрах от Балаклавы. В сторону Севастополя мыс образовался около 160 миллионов лет назад. После мощного извержения вулкана застывшие потоки лавы можно наблюдать и по сей день. Их причудливые формы делают пейзажи местности поистине уникальным природным творением. Огромное количество пещер и гротов, чистейшая вода, свежий морской воздух делают его бесспорно уникальным местом на планете. И если раньше это название относилось не только к скале, то сегодня оно надежно прикрепилось к району в Севастополе, где расположена данная красота. Мыс Фиолет практически не затронутая человеком территория, поэтому здешние пейзажи отличаются живописностью и неповторимостью. Название пришло нам из турецкого языка, где фиолет, бурун, означает тигровый мыс. Действительно, название полностью себя оправдывает, ведь полосы желтого известняка чередуются с темным трихитом, что внешне напоминает окрас тигра. Южный берег Крыма славится своей красотой, а мыс Фиолет – одна из лучших достопримечательностей, созданных природой, где каменная пирамида приютила у своего подножия неповторимые пляжи для отдыха. Вокруг этого места ходит много легенд, доказать правдоподобность которых пока не удалось, поэтому, наверное, всегда к мысу будут привлекаться не только его красотой и величием, а и таинственностью, загадочностью. Одна из легенд связана с именем героя Древней Греции Одиссея. Говорят, что именно на мыс Фиолета он оставил вокруг своего пути домой. В то время это было безжизненное место, где обитали только кочующие стада овец. Однако, благодаря Одиссею вода на мысу превратилась в источник, а на земле начали появляться фруктовые сады, и земля стала плодородной. С тех пор, говорят, мыс Фиолет стал символом плодородия и жизнелюбия. Другая легенда связана с темным средневековьем. Говорят, что на мысе Фиолет стояла крепость, которую захватили и уничтожили неведомые существа, похожие на демонов. Многие годы после этого на мысу было необычно тихо, и никто не осмелился подходить к его берегам. Однако однажды на мыс попал монах, который повадился здесь долгое время и молился, и постился. Из-за его благочестивых молитв на месте старой крепости появилась новая церковь. Третья легенда связана с воинственной историей Крыма. Говорят, что на мысе Фиолет произошла кровопролитная битва, в которой воевали мусульманские завоеватели и православные защитники Крыма. В битве участвовали женщины, воительницы, которые сражались до последней капли крови. Многие говорят, что это амазонки. На месте их героической смерти появился грот, который называют пещерой бойцов. Говорят, что здесь можно услышать шепот героев, которые до сих пор охраняют свой край. Во времена Второй мировой войны мыс Фиолет находился на оккупированной территории Крыма. Немецкие войска захватили полуостров в 1941 году и установили здесь свой контроль. Мыс Фиолет имел важное стратегическое значение для обеих сторон военного конфликта. На нем располагались немецкие военные укрепления, бункеры и траншеи, а также военные аэродромы, с которых осуществлялись бомбардировки советских городов и объектов. Советские войска пытались дважды освободить мыс Фиолет в 1942 и 1944 годах. В 1942 на мысе проходила ожесточенная битва, которая длилась около месяца и завершилась поражением советских войск. В 1944 советская армия сумела освободить Крым, и мыс Фиолет вошел в состав Советского Союза. В ходе войны мыс Фиолет, как и другие районы Крыма, был сильно разрушен. Однако форт Фиолет, несмотря на обстрелы и бомбежки, сохранил свою историческую ценность и сегодня является одной из главных достопримечательностей Альпийского района Крыма. На мысе Фиолет до сих пор можно видеть воронки от снарядов, оставшиеся со времен Второй мировой войны. Эти воронки – это следы тяжелых боев, которые проходили на полуострове в течение войны. Некоторые из них даже видны со спутника, их можно разглядеть от Фаус-2 и Фаус-3. После окончания Второй мировой войны на мысе Фиолет были проведены работы по восстановлению разрушенных зданий и сооружений. Одним из самых знаменитых зданий на мысе Фиолет является форт, который был построен в начале 17 века и использовался в различных
периоды в качестве крепости, арсенала и тюрьмы. В ходе боев форт был частично разрушен, но был восстановлен после войны. Также на мысе Фиолент были построены новые сооружения, в том числе и маяк, который был установлен в 1958 году и продолжает свое функционировать и по сей день. Важным навигационным ориентиром для мореплавания. В период Холодной войны на мысе Фиолент была важной военной стратегической точкой Советского Союза на Черном море. После распада Советского Союза военная база на мысе Фиолент была разрушена и заброшена. Однако ряд зданий и сооружений, связанных с военной базой, все еще можно увидеть на мысе. И они напоминают о том, как важно было это место во времена Холодной войны. После распада Советского Союза на мысе Фиолент, как и во многих других местах, произошли изменения в экономической и экологической ситуации. Многие заброшенные объекты на мысе, в том числе бывшие военные сооружения, стали представлять угрозу для природы, окружающей среды. На фоне этого возникла идея создания на мысе Фиолент заповедника, который бы защищал и сохранял природные ресурсы этого уникального места. В 1997 году на основе решения Кабмина Министерства Украины на мысе был создан Национальный природный парк. Этот заповедник занимает площадь более 150 гектаров и является одним из самых крупных на территории Крыма. В составе заповедника входят прибрежные участки, морские гроты и пещеры, а также различные виды растительности и животных, в том числе многие из которых являются редкими и находятся под угрозой исчезновения. На территории заповедника проводятся работы по защите и сохранению природы, а также осуществлению экологического туризма. Мыс Фиолент – это не только место богатой историей, но и уникальной природной достопримечательностью Крыма. Здесь можно увидеть множество разнообразных растений и животных видов, которые являются основой богатства заповедника. Одним из самых интересных природных достопримечательностей Крыма и мыса Фиолент является пещера Серпантин, которая находится на южном склоне мыса. Эта пещера имеет длину около 120 метров, является уникальным объектом геологической и природной. Еще одним из интересных природных объектов мыса Фиолент является каньон Костерова. Этот каньон является одним из самых красивых и живописных мест Крыма. Его глубина достигает 120 метров, а ширина составляет всего 2-3 метра. В каньоне можно увидеть множество растительных видов, в том числе и редкие и исчезающие. Также на территории заповедника мыса Фиолент можно увидеть разнообразных морских обитателей, такие как дельфины, тюлени, морские черепахи и рыбы. Они являются основным объектом экологического туризма и привлекают множество людей, желающих понаблюдать за жизнью морских обитателей в естественной среде обитания. При этом Фиолент является опасным местом из-за постоянных обвалов и оползней. Это связано с тем, что мыс находится на крутом склоне и подвержен сильным ветрам, а также воздействию морской воды и осадков. В связи с этим на мысе Фиолент действуют ограничения по посещению определенных участков, а некоторые тропы и дороги полностью закрыты для посетителей. Также проводится постоянный мониторинг состояния территории и принимающие меры для предотвращения опасных ситуаций. Туристам, желающим посетить мыс Фиолент, необходимо соблюдать правила безопасности, следовать инструкциям местных гидов и не выходить за пределы разрешенных зон. При этом, несмотря на риски, мыс Фиолент остается популярным местом для посещения и привлечения множества туристов своей красотой и уникальностью природных достопримечательностей. Из-за постоянных обвалов и оползней на мысе Фиолент происходит падение грунта в море, что порой открывает новые археологические находки. Недавно было обнаружено древнегреческое поселение, которое было погребено под землей несколько веков. Это событие вызвало большой интерес ученых, но в итоге государство не разрешило проводить раскопки, что печально. Также в районе мыса Фиолент обнаружены древние руины и артефакты, свидетельствующие о том, что здесь находился важный торговый и культурный центр задолго до нашей эры. Из-за изменения уровня моря и постоянных обвалов эти находки могут быть потеряны навсегда, поэтому ученые и археологи прилагают все усилия для изучения и сохранения культурных ценностей, но государство не разрешает проводить раскопки. Государство не может обеспечить достаточную финансовую и организационную поддержку для проведения комплексных археологических исследований и сохранения находок. Также можно возникнуть проблемы в охране и контроле за общественностью, которая может наносить вред культурным объектам. Поэтому важно продолжать привлекать внимание общественности и мировых сообществ на необходимость сохранения и изучения археологических находок в районе мыса Фиолент, а также поощрять дальнейшую научную исследовательскую работу в этом направлении.
Спасибо, что вы посмотрели это видео о мысе Фиолет. Мы рассмотрели множество интересных фактов о его истории, достопримечательностях и природных особенностях. Это место настолько уникально, что в нем сочетаются элементы истории, археологии и природы. Несмотря на риск обвала грунта и угрозы для людей, мыс Фиолет продолжает привлекать туристов со всего мира. Мы надеемся, что вы смогли узнать что-то новое из этого видео и посетить его рекомендуем. Спасибо за просмотр. Не забывайте поставить царский лайк и, конечно же, сделать красную кнопку серой.